Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И, как всегда, на канале есть все, что нужно для улучшения жизни. Если вас не устраивает сегодняшний день, заходите на канал, плейлист исполнения желаний, плейлист «Измени свою жизнь к лучшему сейчас». Вы найдете большое количество практик, ритуалов, медитаций. Да, кстати, есть плейлист медитации, где вы можете найти все для того, чтобы изменить свою жизнь. Ведь только вы можете это сделать. Никто за вас не может это сделать. Никто не может взять ответственность за вашу жизнь на себя, только вы. И когда вы действительно берете ответственность за свою жизнь и относитесь к себе как к самому дорогому человеку, только тогда у вас начинает меняться уровень энергии, начинает меняться ваша подсознательная энергия, и, соответственно, вы начинаете притягивать тех людей и те события, которые могут улучшить вашу жизнь. Все, как всегда, в ваших руках. И я и к Таро подхожу также. Я спрашиваю Таро ответы, а вот именно как эти ответы получить, как что-то изменить, карты показывают. И это очень часто, в большинстве случаев, что-то, что зависит именно от вас. Сегодня хороший, интересный расклад, чем удивит вас январь, первый месяц года, начало года. Давайте посмотрим, что же может удивить вас в январе. Ну и сегодня расскажет это Таро мудрых чакр. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Я всегда призываю вас улыбаться, и неважно, что у вас сейчас происходит в жизни, улыбка, неважно по какому поводу, улучшает ваш уровень вашей энергии, и она может улучшить вашу жизнь. Помните об этом. Ну что, посмотрим, чем же удивит вас январь. Первое, что хочу сказать, январь удивит вас какими-то новостями. Январь удивит вас какими-то событиями, в которых вы были не уверены, что это, во-первых, может произойти. Ну и дальше вы были даже не уверены, что это возможно. Да, действительно, будут ситуации и события, в которых вы были не уверены. И смотрите, эта карта еще говорит о том, что для того, чтобы двигаться, для того, чтобы действовать, для того, чтобы менять свою жизнь в лучшую сторону, прежде всего надо быть уверенной или уверенным в себе человеком. И могу сказать, что для некоторых из вас удивлением будет то, что будут ситуации, в которых вы, да, почувствуете себя уверенным в себе человеком. Ну, кстати, это прекрасно, и я этого вам действительно от всей души желаю. Что же еще может удивить вас? Ну, удивить вас могут именно ваш подход к решению задач, к решению проблем, именно к тому, как вы относитесь к окружающей вас действительности, если говорить в широком смысле этого слова. Эта карта говорит о том, что именно решение, именно наитие, именно инсайты, именно улучшение ситуаций, которые вас волнуют, не с той стороны, они не там, куда вы смотрели. Но я же смотрю сейчас уже на две карты, и из того, что я вижу, я понимаю, что все-таки вы, именно вы, удивитесь инсайтам, которые будут приходить и которые будут приносить вам
уверенность в ваших решениях, уверенность в ваших действиях. Опять же, это может касаться как работы, карьеры и бизнеса. Мы здесь не рассматриваем именно какую-то одну сферу жизни, мы в целом говорим о том, что может вас удивить. Может быть, вас именно удивит изменение отношения к вам другого человека, потому что по принцессе это может быть как мужчина, так и женщина. Это в других колодах это паж. Обычно это довольно-таки молодой человек, это может даже быть ваши дети, это могут представлять очень молодого мужчину или очень молодую женщину. Вот. Если мы говорим о масти, то это стихия огонь. Может быть, в вашем окружении есть кто-то, кто в стихии огонь, и именно отношение этого человека к вам изменится на удивление вам. Так это тоже может проиграться, поэтому у каждого из вас это свое. Ну и также ваши инсайты, ваши наитие, что вот не там я смотрел или смотрела. И у меня такие вещи происходят в процессе работы над собой, и на сегодняшний день это происходит реже, потому что чем больше ты работаешь над собой и прорабатываешь какие-то свои проблемы, какие-то свои внутренние состояния, тем чем больше их проработанных, тем тяжелее и больше работы над собой берет выискивание, нахождение и избавление от чего-то, что вам мешает. Так вот, тут может быть осознанно, а может быть неосознательно произойдут события, произойдут инсайты, наития, в которых которые удивят вас. И я надеюсь, вы знаете, я-то всегда рассматриваю Таро с позитивной точки зрения, и я надеюсь, что приятно удивят вас. Именно настройтесь на приятные удивления, и тогда они будут действительно приятными. Давайте посмотрим, что же еще удивит вас. Ну, смотрите, для некоторых из вас даже, смотрю, если говорить о межличностных отношениях, я уже сказала, что вас может удивить ваш партнер или партнерша. И тут, ну, для мальчиков и для девочек, я же предсказываю и для мужчин, и для женщин, удивить вас может именно поворот отношений. Для некоторых даже на 180 градусов к улучшению, потому что это четверка жезлов, и она говорит об улучшении, она говорит об результатах, хороших результатах, может быть, вообще это карта своего рода достижения и, знаете, как собирание плодов. Не в 100% смысле этого слова, но на хорошем уровне. Эта карта говорит, даже для некоторых из вас ожидает изменение статуса отношений, улучшение отношений. Для некоторых это может быть даже помолвка, а у некоторых даже празднование свадьбы. Это, если я очень ярко вижу, здесь именно вот это то, что вас удивит. Вы не ожидали, вы все-таки по-другому смотрели на те ситуации, что были, и на те отношения, что были. Но по большому счету, и скорее всего, вот если мы говорим о том, что вас удивит, эти улучшения, может быть, я же говорю, вы думали, что происходить все будет по-другому, сценарий будет другой, и поэтому вас удивит результат. А сейчас именно из этой крайней карты точно могу сказать, он удивит вас по-хорошему. Принимайте, удивляйтесь и радуйтесь.